Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я поделюсь с вами моими впечатлениями об учебе в Барселоне и, конечно же, об основных моментах там. Вначале я бы хотела вам рассказать о моем университете. Я учусь в Global Business School Барселона. Это бизнес-школа, это не университет, но я также получаю бакалавриат, как и учащиеся в университетах. Помимо этого у нас в Барселоне есть множество различных других бизнес-школ, такие как ЕИ, ИЮ, Женева бизнес-школ, также есть ЭСАДА и ИАДА. Это в основном самые топовые и известные университеты, которые есть в Барселоне. Если вы хотите, чтобы я побольше о них рассказала, то пишите внизу в комментарии, и я вам сделаю видео, и даже возьму интервью у некоторых учащихся из этих университетов. Итак, самый главный вопрос, который меня постоянно спрашивают, это какие документы были нужны и особенности IELTS. Скажу так, что во многих университетах, которые находятся в IELTS, не нужен, так как он не является основным документом при поступлении. Если же он у вас имеется, то это замечательно. Они вас просто берут IELTS, смотрят ваши баллы. Но если у вас нет IELTS, то это тоже вполне нормально, так как когда я поступала, у меня его не было. Со мной провели собеседование с университетом, мне позвонили, я построила по уровню английского, и тем самым меня приняли. Также нужно подать свои фотографии, несколько штук, конкретное число, на белом фоне. После нужно обязательно отправить копию диплома и подпись нотариально заверенным переводом на английский. Помимо этого нужно отправить ваше мотивационное письмо, почему вы хотите поступить в этот университет, какие у вас возможности, амбиции и так далее. И также обязательно, чтобы у вас было нужно минимум 3 рекомендательных письма от либо вашего преподавателя, либо от директора, от зауча, кого угодно, с того учебного заведения, которое вы оканчиваете, и после чего вы поступаете уже в университет, либо в бизнес-школу, как я. Также, помимо этих документов, вам понадобятся другие документы, такие как IT. Это два совершенно разных документа. Другими словами, это карточка IT, где указаны ваши данные, и вы обязаны получить это после того, как вы полетите в Барселону, для того, чтобы остаться и продолжать там жить, учиться, заниматься, развиваться, но уже с правами граждан, точнее резидента. Самая большая проблема, с которой я столкнулась, это, наверное, ожидание, потому что ответ выходит в течение 2 недель, и в момент, когда мой ответ должен был выйти, мне сегодня перезвонили, я очень переживала, я начала писать в администрацию студентов, которых понимаю, и буквально через 3 дня мне позвонили и сказали, что если вдруг вам интересно, когда они позвонили, у меня прервалась связь, и я не услышала свой ответ. Когда позвонили, мне сказали: здравствуйте, Асоль. Я такая: да, и мне говорят: получили ваш ответ. Я такая: и ответ, и тут связь прерывается, мне так везде пытался дозвониться, и тут вообще не услышала, какой у меня ответ, я не знала, как надо реагировать. Я такая: спасибо. А я спросить, естественно, не могла. Я поняла, что я поступила по его следующему вопросу, он такой, типа: а почему вы не рады? Если я поняла, что все прекрасно, я начала прыгать, я такая была в офисе, и такая: Итак, касательно моих уроков и вообще учебного года в Барселоне, я сейчас говорю чисто о моем университете, учеба проходит 3 года, нет фаундейшена. Если вас берут, у вас будет сразу 3 года, 1, 2, 3 курсы. Наша школа аккредитована Microsoft, и еще у нас есть разные аккредитации. На данный момент мы учимся на ARPE, тем самым это британская система обучения. То есть по окончанию моего университета у вас будет двойной диплом, испанский и британский, то есть ARPE. Тем самым наши уроки в основном проходят по ARPE-системе. 1, 2 курс обязательно. На 3 курса мы уже защищаем диплом, и если вы все стали хорошо, то по окончанию вы получаете двойной диплом, то есть 15-15. У нас триместр, то есть в год вы будете учиться 3 семестра, между ними перерыв по 1 месяцу. Начало — это октябрь, январь и апрель. Это даты, когда начинается. В целом вы учите 11 недель, из них 2 последние недели вам выдается на экзамен. Устройство, которое устраивает мой университет, достаточно большое, но это также зависит от вас, от каких учеников, как вы себя проявили, какие знакомства вы успели завести за 1 год, так как у нас проходят многие воркшопы, нам приезжают многие представители различных университетов, и
Тем самым, если вы успели себя как-то показать с хорошей стороны, то, возможно, вам после этого вышлют и предложение о трудоустройстве после. Я могу конкретно сказать, что есть ученики из нашей школы, которые на данный момент работают в Apple, Swarovski, SAP, Celine, Louis Vuitton, Ferrari и некоторые другие компании. Поэтому прям я основные делаю. Также был вопрос касательно магистратуры. Магистратура на самом деле намного больше и также видов в моем университете, в бизнес-школе, и также вообще во всей Испании намного больше мест, которые дают возможность получить магистратуру с различными возможностями. И у меня в университете есть такие магистратуры, как Fashion and Luxury Business, International Business Management, Tourism and Hospitality Management, Digital Marketing, Communication and Future Marketing, Business Innovation, Entrepreneurship, Finance. Также есть АКА, это тоже такой вид, как и АТЭ, это другая, там больше по экономике, поэтому вы можете получить тоже двойной диплом, но есть аккредитация одной школы. Также есть Operation Supply Chain Management, Digital Business и Sport Management. Ну а теперь касательно моего отзыва о Барселоне в целом. На самом деле это достаточно было интересно, различных знакомств. Касательно джоба, это на самом деле то место, в котором мне очень сильно понравилось жить и развиваться. Однако мне было сложно перейти с того формата обучения, который я получала на протяжении 12 лет в Узбекистане, но в дальнейшем, благодаря помощи учителей и своих одногруппников, на самом деле это оказалось легче. Также стоит заметить то, что моя школа является достаточно интернациональной. В ней учатся студенты с более чем 85 стран мира. У меня в группе тоже достаточно разнообразная атмосфера. Также можно выделить такой момент, что мой университет не имеет кампуса. Тем самым каждый учащийся моего университета должен найти себе жилье самостоятельно. Я живу в резиденции. Это студенческий отель. И если вам интересно по поводу этого, вы можете об этом написать, и я вам сделаю отдельное видео по поводу жилья в Барселоне и также его стоимость. Если вам интересно, то как мы проводим свои будни и по поводу куда общения. Спасибо вам огромное, что вы досмотрели видео до этого момента. Спасибо вам большое за ваши вопросы, которые вы задавали. Если чем вы родилась идея создания этого видео, если у вас есть какие-либо еще вопросы, то обязательно напишите мне либо в Директ, в Инстаграм, либо в Facebook под это видео, и я обязательно вам на них отвечу, либо же запишу еще дополнительное видео. Всем пока!